Поворачиваем нашу работу. Друзья, теперь мы можем начать узор. Вот здесь начинается раппорт узора, и мы по счету должны вязать первый ряд узора. Для этого посмотрим схему. Как вяжется первый ряд. Вот таким образом мы вяжем, друзья. И когда доходим до конца, вот здесь, где мы образовали две ножки, здесь добавим 3 петли, потом опять поворачиваемся. И здесь для раппорта узора не хватает 2 петли. И здесь, значит, мы вот эти 2 петли не будем вязать. Мы вяжем до этого, потом поворачиваемся. Начинаем узор. Изнаночная. 2 петли вместе с наклоном влево. Накид. Лицевая. 2 петли вместе с наклоном вправо. Переправим петельки. Лицевая. Накид. Изнаночная. Накид. Петли 2 ножки вяжем лицевой петлей. И здесь добавим 3 петли. Эти 3 петли вяжем 2 петли вместе с наклоном влево. И вот 3 петли провязали. Поворачиваем нашу работу. И здесь обязательно отмечаем, что мы провязали первый ряд узора. На изнаночной стороне, друзья, узор вяжем по рисунку. Накид вяжем изнаночной петлей, а накиды возле реглана вяжем изнаночной скрещенной петлей. И дойдем петли рукава, где мы последний раз оставили петли 2 ножки. Вот здесь вот. Здесь тоже опять добавим 3 петли. Поворачиваем нашу работу. И лицевой петлей дойдем опять до желтой маркировки. Здесь оформляем регланные линии. И мы с вами увидимся. Вот, друзья, дошли опять до узора. Теперь вяжем 3-й ряд. В 3-м ряду начинается 3 петли вместе. Для этого вот эту желтую снимаем пока.
эту петлю добавим, чтобы 3 петли вместе провязать. Для этого петли переправим. Сперва вторую, третью петлю провяжем, потом первую петлю сделаем протяжку. Для раппорта следующего мы должны добавить накид, вот так. И продолжим наш узор. Здесь тоже накид, лицевая петля, 2 петли вместе с наклоном вправо, лицевая петля, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево. Здесь мы вяжем вот эту лицевую петлю и следующую петли 2 ножки. Для этого сперва вот эту петлю 2 ножки провяжем лицевой петлей и сделаем протяжку первую лицевую петлю. И вот мы провязали до петли 2 ножки, друзья. Теперь здесь мы должны добавить 3 петли. Эти 3 петли мы провяжем пока таким образом, чтобы совпало на схему узора. Лицевая петля, накид, и провяжем вот эти 2 петли, которые мы должны были провязать сейчас, вместе. Сперва поставим нашу маркировку на месте и провяжем 2 петли вместе. Вот мы добавили 3 петли с этой стороны и поворачиваем нашу работу. И на бумажке отмечаем, что мы провязали 3-й ряд узора. Когда 2 петли провяжете вместе, образовать 2 ножку трудно, друзья. Можно таким образом оставить. И накиды провяжем изнаночной петлей. И остальные все петли провяжем по рисунку. А накиды возле реглана вяжем изнаночной скрещенной. Дошли петли 2 ножки, провяжем и добавим еще 3 петли. Поворачиваем нашу работу. Здесь мы закончили регланную линию для проймы. Здесь будет 4 сантиметра, и нам достаточно будет. И здесь вот так оставляем, друзья. И здесь отрезаем нить. На левой стороне спинки, друзья, по узору мы остановились на 5-м ряду. Теперь мы оформим регланную линию на правой стороне спинки, вот здесь. Все эти петли без провязывания проводим на правую спицу. Вот дошли до маркировки. Регланная петля будет вот эта петля. Эту маркировку поставим перед этой петлей. Теперь 3 петли отделяем вот сюда. На место поставим 3 петли. И здесь подкрепим рабочую нить. Здесь тоже начинаем ту же самую процедуру. Вяжем в сторону спинки. 3 петли вяжем. Берем накид, регланная петля, накид.
добавим 3 петли, поворачиваем нашу работу. Перед этим отмечаем здесь 23 ряд узора. Поворачиваем нашу работу. Первую петлю возьмем на спицу, не провязывая, образуем 2 ножки, и все петли провяжем изнаночными петлями, а накиды возле реглана провяжем изнаночной скрещенной. Добавим 3 петли, поворачиваем нашу работу. Вот, друзья, опять мы на лицевой стороне. До маркировки накид, регланная петля, накид. Петли 2 ножки, добавим 3 петли. Провязали 25 ряд узора. Отмечаем на бумажке. Поворачиваем нашу работу. И как вязать на изнаночной стороне, знаете. Здесь после петли 2 ножки добавить еще 3 петли. Поворачиваетесь, и мы с вами увидимся на лицевой стороне. Мы на лицевой стороне. Здесь вяжем 27 ряд узора. Отмечаем на бумажке. Но пока здесь узор не вяжем. Все петли вяжем лицевыми петлями. Оформляем регланную линию. И с этой стороны тоже после петли 2 ножки добавим еще 3 петли. Поворачиваемся. И на изнаночной стороне опять дойдем до петли спинки. Здесь добавим 3 петли. И когда находимся на лицевой стороне, мы с вами увидимся. Вот опять мы на лицевой стороне. Вяжем первый ряд узора. В раппорте узора, друзья, не хватает 3 петли. Вот эти 3 петли пока нету. Мы начнем с этой петли. Первая петля лицевая, но это мы берем на спицу не провязывая, образуем 2 ножки. 2 петли вместе с наклоном вправо. Переправим петельки. Лицевая, накид, изнаночная, накид, лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево, лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо. Дальше тоже можем начать узор, друзья. Здесь у нас до маркировки есть 4 петли. Здесь тоже можем начать новый раппорт узора. Изнаночная, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, лицевая. Оформляем регланную линию, берем накид, регланная петля, накид. И все петли лицевыми петлями. Добавим 3 петли. Поворачиваем нашу работу. Отмечаем, что мы провязали первый ряд. И на изнаночной стороне, как вязать, знаете. И здесь, когда дойдете, добавите еще 3 петли со стороны спинки. И поворачиваете работу. И мы с вами увидимся. Опять мы на лицевой стороне провяжем 3 ряд узора. Первую петлю берем на спицу не провязывая, образуем 2 ножки, 2 лицевые, 2 петли вместе с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево, лицевая, накид, 3 петли вместе должно быть. Для этого этот накид пока убираем, а это сюда поставим и накид на место поставим.
Здесь 3 петли вместе. Для этого сперва вторую и третью петлю вместе провяжем наклоном вправо. Потом первую петлю сделаем протяжку. И накид. Лицевая. 2 лицевые. Оформляем регланную линию, накид, регланная петля, накид. И все петли лицевыми петлями. Добавим еще 3 петли. Поворачиваем нашу работу. И здесь как провязать вы знаете. И с этой стороны еще добавите 3 петли. И с этим мы здесь тоже добавили 5 накидов возле реглана. И этой стороны тоже мы закончили оформление регланной линии. И здесь мы отрезаем нить. Вот, друзья, мы на спинке с обеих сторон закончили регланные линии для проймы. И заодно здесь провязали узор на спинке с обеих сторон. И здесь тоже мы остановились на 5-м ряду узора. Теперь, друзья, мы переходим оформлять регланные линии наперед. Для этого все эти петли проводим на правую спицу, не провязывая, и дойдем до петли переда. Вот здесь. Здесь оставляем 3 петли и дойдем вот до сюда. Вот мы сейчас находимся на правой стороне в начале петли переда, друзья. Вот перед у нас. И здесь мы тоже будем оформлять регланную линию для проймы. И вот здесь прикрепляем нить и начинаем оформлять, набирая накиды возле регланной петли. Потом опять отсюда добавляем 3 петли, делаем поворот. Опять здесь добавим 3 петли. Вот таким образом мы провяжем, как я вам показала. И обязательно на бумажке отмечаем наши ряды 23, 25, 27. Когда мы будем начинать первый ряд узора, мы с вами увидимся и будем вместе вязать узор.